Как психологу вести частную практику в кризис? Мой ответ такой. Ровно так же, как не в кризис. А именно, честно, профессионально, дорого. Дорого – это понятие субъективное. Речь о том, что стоимость вашей работы должна быть весомой, ощутимой и для вас, и для вашего клиента. Это прямо влияет на эффективность. Хочу рассказать здесь кейс нашей компании, моей компании Европейской школы психологии, который, как мне кажется, хорошо иллюстрирует то, о чем я сказала выше. В начале войны, когда первые дни как-то все, естественно, в очень таком сильном стрессе и непонятно, мир рушится, как, что, в общем, вот такой хаос, дезориентация. И мое первое решение, что мы возвращаемся к занятиям, буквально там 3-4 день войны, мы начали работать. Для меня это было важно, потому что я знала, что это очень стабилизирует команду, студентов, всех нашу аудиторию, то есть это, по сути, такой, когда у человека рушится мир, очень важно, чтобы сохранялся ритм, хоть кусочек ритма нормальной жизни. Например, утром встать, почистить зубы, помыть голову, одеться и так далее, вот эти вещи важны. Много есть свидетельств того, что, например, вот в каких-то сложных ситуациях, даже блокада Ленинграда и так далее, какие люди погибали? Те, кто уходил от этих ежедневных ритуалов. Люди переставали мыться, не знаю, расчесывать волосы, одеваться, и они скатывались психически. Вот эти ритуалы, эти распорядки дня, они очень-очень держат психику хорошо. Особенно в таком глубочайшем стрессе. Я понимала, что наши программы образовательные, они своим темпом, ритмом, они создают тоже некий каркас для наших людей. Поэтому мы максимально быстро это возобновили. То есть здесь даже речь не о том, что люди получали новые знания и так далее, это уже вторично, но сохранялся темп, сохранялся некий ритм. И, соответственно, понятно, что образование психологическое – это место, у нас очень много живых эфиров, групп тематических разных и так далее, и участники могли приходить, тоже прорабатывать свои чувства, и это, очень важная была история, и мы сейчас получаем отзывы, что действительно это так было, многих это сохраняло и стабилизировало. Но что дальше? До начала войны у нас было много планов, связанных с различными дальнейшими путями развития компании, в том числе мы начали снимать фильм, уже подготовка шла полным ходом, были планы запустить какие-то программы разные и прочее. В момент начала войны я для себя внутри, единственно возможным вижу следующее, все это отложить и делать курсы, которые помогают прямо сейчас по работе с ПТСР, прочее. И я в это начинаю идти все. Мы, даже есть эти материалы на YouTube, на наших сайтах, и это полезно, важно. Но в какой-то момент я осознаю следующее, что я делаю вообще не то, что я хочу, а то, что мне диктуют внешние обстоятельства, якобы диктуют. Так я себе внутри говорю, что куда сейчас, какой фильм, какой это, надо же спасать. И по сути я теряю себя, под воздействием внешних обстоятельств. Это худшее, что я как психолог могу сделать. И как собственник компании. Худшее. Потому что то, что происходит со мной, без слов передается дальше всем. И представьте, что все наши студенты, сотрудники и так далее начнут точно так же внутри это проживать. Терять себя под воздействием внешних обстоятельств. Это называется психологическое разрушение. Это худшее, повторюсь, что психолог может сделать для своего клиента, потому что клиентам все равно, что вы говорите, какие вы им техники даете и так далее. Они понимают, что у вас внутри происходит. Понимают без слов. И они это берут. И если вы психологически разрушаетесь, и они будут разрушаться. И в этот момент я сказала себе: стоп. Как я могу не разрушаться? Как я могу сохранять себя, а значит делать то, что я хочу в любых обстоятельствах? И постепенно это
вылилось в то, что мы вернулись в компании к своим планам, начали их реализовывать успешно и даже больше, да, сильно больше, чем раньше планировали, мы начали развиваться. И что интересно, да, вы сейчас можете сказать, и этот голос у меня внутри звучал, да, а как же так, в твоей стране война, вы как компания должны быть социально ответственны и помогать. Но на самом деле фокус в том, что помогать другим мы можем, находясь в нормальном психологическом состоянии, не разрушенном, когда я делаю то, что мне диктуют, а когда я делаю то, что хочу, это залог психического здоровья. То есть первое, нормальное состояние. Второе, через то, что нам действительно интересно, мы всегда помогаем лучше всего. И так и получилось. Делая то, что мы запланировали, то, что нам интересно, мы пришли к чему? Вот я начала сейчас это хорошо осознавать, на момент, когда я пишу видео, что вот буквально вот сейчас я веду серию эфиров с нашими выпускниками, которые смогли подтвердить наш диплом в Европе и получили контракты от европейских компаний и работают как психологи. Да? И о чем это? Помогли мы этим людям или не помогли? Помогли. Но не тем, что помогли им с ПТСРом справиться, да, а тем, что помогли себя проявить, да, реализовать в новой стране, получать деньги. И, понимаете, когда человек... Что такое ПТСР? Это чувство беспомощности. Когда человек чувствует свою востребованность, вот у нас одна из наших выпускниц рассказывала, что в Бельгии ей сразу 2 компании предложили контракт для работы как психолога. Да? И представьте, да, ситуацию, вот есть 2 женщины, одна выехала от войны, была вынуждена выехать в Европу и живет на пособие, а вторая, которая точно из таких же условий, она выехала и через месяц, это реальная история, 2 компании бельгийские предложили ей подписать контракт. Там с оплатой, со всеми там полным пакетом. Вот сравните, какое разное состояние у этих 2 женщин. Да? И это наш вклад как компании, да, в помощь. Да? То есть можно, да, справляться с ПТСРом, а можно сделать так, что человек сам может влиять на свою жизнь, организовывать ее в любых обстоятельствах, и это лучшее лечение ПТСР. Одно из лучших. Ну, или, скажем так, не менее эффективное, чем другие. Да? И таким образом мы как компания, следуя за своим интересом, да, помогаем самым лучшим образом. Это всегда так. Поэтому, возвращаясь к вопросу о том, как психологу устроить свою частную практику в кризис, еще раз, точно так же, как не в кризис. Честно, то есть следуя за своим сердцем, что вам интересно. Профессионально, понятно, и дорого. Дорого почему? Потому что не делайте своих клиентов инвалидами. Понятно, что внешне, объективно никто не отменял. И если вы хотите благотворительность сделать, пожалуйста, скажите, вот пятница у меня день благотворительности, и я там бесплатно людей консультирую или там за какую-то символическую историю. А всех остальных, как обычно. Это, еще раз повторюсь, очень-очень важно. Это про вашу психологическую сохранность. Это ваше обязательство перед клиентами.